Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Акриста. В прошлом нашем видео мы с вами посетили магазин продуктов в Милане и Аутлет. Для тех, кто не смотрел это видео, мог найти его в плейлисте, вот здесь вот будет обложка к этому видео, а вот здесь вот будет ссылочка на это видео. Сейчас мы с вами находимся в Дюкли Марина Будва, и именно отсюда мы с вами отправимся на зимнюю рыбалку по Адриатическому морю. Располагайтесь, пожалуйста, поудобней, и мы начнем просмотр этого увлекательного видео. Но не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Для меня это очень важно и сильно помогает продвижению моего видео в интернете. Пожалуйста. И сегодня, в этот прекрасный день, мы решили выйти в акваторию Будванской ривьеры для того, чтобы заняться зимней рыбалкой. Да-да, ребят, вы не ослышались, это именно зимняя рыбалка, такая, какая она выглядит в Будве. Поэтому не переключайтесь, поехали дальше. Конечно же, в лодке я не один. Я нахожусь в прекрасной компании с Адрианом и, естественно, с Дмитрием, который, собственно говоря, и пригласил меня на эту рыбалку. Чтобы вам было понятно, какая рыба здесь клюет и кого мы сегодня будем ловить, я для этого задам несколько вопросов Дмитрию и, возможно, Адриану. Дмитрий, ну что, сегодня кого мы будем ловить с вами? Я надеюсь, что поймаем. Ну, ловить мы будем тунца. Его еще здесь называют тунич. Тут как бы вот две разновидности. Вот первая это тунец, который совсем это вот такой тунец. Огромный? Вот это тот огромный, да. А второй это вот тунич. Его еще называют правильно адриатический скумбриевидный тунец. Вот так вот его еще называют. Но все его называют просто тунец. Ловят его как тунца. И он от 700 грамм до 5 килограмм. На самом деле, я надеюсь, что мы с вами увидим сегодня эту рыбу, но для себя, вот когда я готовился к этой поездке, я понял, что этот тунец, который здесь водится, он немножко похож на скумбрию, которую мы все привыкли видеть в магазине и которая лучше усваивается лично для меня в виде холодного копчения. Горячее мне не очень. Я надеюсь, что мы поймаем сегодня эту рыбу и сможем даже ее приготовить потом дома. Дмитрий, мне очень интересно, какая в Черногории рыбалка лучше? Летняя или зимняя? И какая рыба клюет летом и зимой? И рыба ли вообще? Может быть, еще какие-то встречаются интересные обитатели морского мира здесь, в Черногории? Я могу рассказать вот то, что я уже пронаблюдал за то время, что я здесь нахожусь. Начали мы с Адрианом рыбачить в мае. И клевала паламида. Это тоже вот рыба, похожая на тунца. Клевал тунец. И только начала клевать барракуда. Морская щука. Это вот. Большая такая? Нет, она от 300 грамм, вот то, что мы ловили, от 300 грамм. И вот как раз вот здесь, за островом, нашему товарищу повезло, он поймал на 2,5 килограмма. А такие вот особи килограмм, кило 200, 800 грамм, такие довольно частые. Вкуснейшая. Зимой что клюет? Теперь я дальше расскажу. Отлично. И вот, начиная с июня, это так здорово, начиная с июня вот отрезал тунец и начал клевать гоф. Он научно называется амперджек. Тоже классная рыба. Ловят, она бывает там до 60 килограмм, но нам удавалось поймать там до 700 грамм такую. Вот, клюет зубатка, прекрасная, вкуснейшая, обалденная совершенно рыба, и полным ходом клюет барракуда. Дмитрий, а каким способом мы будем сегодня ловить? Ну, вот так же будем ловить на троллинг. Вот, в принципе, здесь есть несколько вариантов ловли, но мы в основном ловим на троллинг. И кроме того, вот ловить со стоянок даже в такую погоду, ну, оно и неприятно, и крайне затруднительно, скажем так. Если клюет, это обалденно, ну, а если не клюет, так она и не клюет.
А расскажите, а как вот, в принципе, я ловил, например, ставритку, да, где-то в Черном море. Чем отличается здесь рыбалка от ловли ставритки? Наверняка вы и тоже ловили, наверное, ставритку. Чем здесь отличается? Ну, Как она? ставритку ловят как бы вот на такие снасти типа самодуров, да? Здесь называется оно на дубину. Ну, На дубину? да, вот, тоже Интересно. на самодуров. И вот вы видите, вот если эхолот посмотреть, то везде рыба. Да, видно. Вот, и это не та рыба, которая клюет у нас. Потому что у нас воблер идет где-то 2-2,5 метра от поверхности. Вот на такую высоту поднимается тунец. Если очень-очень-очень повезет, еще на вот такую снасть клюет рыба, которая называется маху-маху. Вот, по-местному она называется лапуга. Лапуга. Да, очень красивая, очень такая интересная рыба. А что вы с рыбой делаете? Ну, все что угодно. Ну, Все что угодно. да, это... Но в основном едите, наверное. В основном, да. Или бывают такие уловы, что можно и продать. То есть Ну, наловили. довольно редко. Довольно редко, да. Как вы почувствуете, что у вас рыба Ой, клюнула? поклевки очень сильные. Поклевки очень сильные, и надо хорошо держать спиннинг в руках, потому что поклевки такие, что вырывает спиннинг. Очень, очень сильная рыба. Рыба даже 600-700 грамм клюет так, что не то, что почувствуешь, а самое главное, я же говорю, что спиннинг не вылетит. Угу. А может быть, сейчас уже мне тогда снарядим спиннинг? А покажем, вот что- у Адрина он у меня снаряжен. Я просто снаряжен. хотел бы показать, что за насадка. Ну, А я сейчас вытащу Давайте свой, да, и вытащим. покажем все. Я, кстати, хочу сказать, что вода просто чистейшая. И вот такой необычный цвет Адриатического моря, я даже не знаю, с чем он связан. Может быть, у вас есть такая информация? Потому что он такой бирюзовый, прям насыщенный. Вот я был на океане, он другого цвета совершенно. Черное море тоже немножко другого цвета. А вот Адриатика, она какая-то имеет свой вид, какой-то очень необычный. Ну, С чем для это может быть связано? Для меня и это море, и сама Будва — это самые прекрасные места. Вот такое чистое, Можно нам опустить? вот такое чистое Адриатическое море. Ага. Вот это такой у нас воблер. Это он какой-то, стандартный, серийный, ничего здесь Нет, не нет, придумано, ничего не придумано. А вот насчет серийного, то это все методом проб и ошибок. Мы выбираем те воблера, на которые клюет рыба. Вот. Вы их, естественно, меняете. Мы их меняем в зависимости от того, во-первых, на какую рыбу мы идем, в зависимости от погоды. Ну, вот это очень хорошие воблера. У Адриана примерно такой же воблер, только коричневый. Ну что, друзья, мы посмотрели наживку, посмотрели Сейчас. снасть примерно. У нас здесь запутался, кстати, немного воблер, зацепился крючком. Сейчас я попробую его О, привести в исходное О, положение. да, еще что очень интересно, что крючки, которые стандартно идут на воблерах здесь, никуда не годятся. И мы, когда ставим новый воблер, мы ставим те крючки, которые вот привозят мне. Ну что, давайте, друзья, попробуем половить. Покажу, вот как это все происходит. Давайте. Вот я отпускаю катушку, Угу. вот, и выпускаю примерно на 40-50 метров этот воблер. А сколько в катушке метров? 400. 400. Это для того, чтобы, если попадется крупная рыба, ну, чтобы она не вымотала весь шнур. Вообще, Ага. вот желательно, чтобы на катушке было 200, С запасом. 250 с запасом, да. Вот этот спиннинг у нас уже оборудованный, под любую рыбу на него можно поймать. А вот леска, это что за леска? Это шнур. Шнур. Да, Мгм. это шнур. А поводок там, ну, вот мы не показали, поводок флюрокарбона. А это шнур 0,3. 0,3. А Ну, почему не толще, не меньше? Это самый оптимальный Можно размер. ставить толще, а меньше. Все-таки мы же хотим
большую рыбу. Мы сюда приехали ловить рыбу, большую рыбу. Вот. И дело в том, что уже тоже проверено, что от толщины шнура не зависит качество клёва там, и от толщины флюорокарбона то же самое. Мы 0,6 ставим. Во всяком случае, этот шнур порвать довольно тяжело. Куда-то дальше выходили или все время вот здесь, вот в акватории Будванской ривьеры вы Понимаете, рыбачите? мы в основном рыбачим здесь. То есть вы уже здесь места знаете? Мы уже здесь знаем места, и мы в основном рыбачим здесь. А тунец это какая-то стайная рыба? Он если... Да, Да? да. Это стайная рыба, но рыбалка вообще такое дело, что как только ты начинаешь думать, что ты что-то в этом понимаешь, на следующий день все обламывается, и понятно, можно с женщинами сравнить так немножко, когда ты думаешь, что ты все понял, все, вот, оказывается, что ничего ты не понял, и все совершенно по-другому. У нас было такое, что мы утром ловили 9 тунцов, и потом вечером ехали, и ни одной поклевки. На тех же местах, на те же воблера. То есть это все настолько интересно, и, конечно, 10 жизней не хватит это все как-то осознать, понять, там, и так далее. Каждый день у вас получается Каждый день это новое чистого приключение, листа. это маленькая жизнь. Давайте, друзья, начнем рыбалку и посмотрим. У нас время рыбалки 4 часа. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь поймать за это время. Вчера у нас, кстати, в Будве был очень сильный ветер, вчера и позавчера, поэтому никто не выходил в море, хотя, может быть, отдельные... Мы позавчера выходили. Вот видите, Дмитрий, он настолько отвязный человек, прям борется за чистоту профессии, увлечения рыбака, поэтому даже вышел в шторм. Опа! Поклевка? Поклевка. Сорвался, да? Ну вот, выстрел был точный, но глупая рыба улетела. Убежала, что называется. Сорвался, да? Да. Ладно. Пока мы тут разговаривали, у нас как раз случилась поклевка. Вот такой ветер, вот бывает, что мажет она. Ага. И будет, главное, что была поклевка, значит, верим в то, что рыба есть, и что будем мы сегодня с уловом. Друзья, примерно час мы уже плаваем в акватории, ходим в акватории, так будет, наверное, правильнее сказать. Пока поклевок не было, но зато мы увидели дельфинов. И сейчас я вам их покажу. Итак, у нас немножко поднялся ветер, поднялись волны, море немножко штормит, и мы принимаем решение подойти ближе к берегу. Может быть, там будет рыба. Потому что пока рыбы, к сожалению, нет. И будет ли она сегодня, пока неизвестно. Но мы не теряем надежды. И сейчас вот самое рыбное время начинается. Вот с 15 часов звонил тунец, сказал, что вот все будет хорошо. В общем, мы не теряем надежды, полны заряда и бодрости. Мы готовы к тому, что мы поймаем рыбу. Смотрите. Так, что-то у нас тут... Скорее пакет, скорее не рыбка. Не, не рыба. Не рыба, Это ложная тревога. Ничего себе! Смотрите, как рыба играет. Вообще прям. Была бы она нормальная, она бы сейчас клюнула. Это сильная. Палака? Такое, бре. Так. Вот она у меня. Клюнула рыбка. По-моему, она сорвалась. Не. Оп. Что это было? Подсаку.
Сорвалась? Так я вообще ее не чувствую. Дашь подсаку? Ой, бьется, бьется. О! Да, рыбка. Рыба, рыба, вот она! О! Аккуратно, аккуратно, аккуратно. О! Да. О! Нет, я не вижу. Я видел. Вот привет. Давай, он облизывает, это то. Видел? Нет. Есть он там. А, вижу. Вон он. О, это вот такой здоровый. Да. Блин, я сейчас не 1,5 понимаю. килограмма. Вот она рыба. О, такой красавчик. Аккуратно, аккуратно. Красавчик вообще. Верни. Ой. И сорвался в лодке. Ну, все. Я ж сказал, что... Да, видели, играет. И сразу. Да. Ну что, я поймал рыбу. Ну, Поймал красивейшую рыбу. Сейчас я попробую. вот мы поймали рыбу. Да плохо. Он Вот. пытается? Сработал наш план и Как там это? Оп. Ой. поймали рыбу. Хорошую рыбу, большую. А, да ладно. Все. Вот так что клюет тунец. И у меня так у меня была вот он я. поклевка, Вот он я. а Олег Красиво. поймал. С красивым тунцом. Вот. Ну что, Ну, рыбалка удалась. да обожди, только начало. Еще ж не вечер, еще Ну, час, ну, еще вообще час есть клёва. Это Еще час радует. клёва. Ура! Все, ура. поехали. Давайте. Сейчас, даем. Сколько он примерно? Ну, до 1,5, наверное. 1,5, да? Давай. Ага. Ну что, как я вы же говорю- видели, мы все-таки поймали рыбу, и это круто! У нас еще время есть, и мы попробуем еще чуть-чуть половить. Рыба есть, рыбалка есть. Дмитрию с Адрианом респект. Как мы видим, нужно ходить на эту рыбалку. Ну, результат был ожидаемый, естественно, потому что фирма Жвеников не вяжет. Мы обещали рыбу, вот, и мы получили рыбу. Хотя вот сейчас нельзя сказать, что прямо вот такой вот клев бешеный. Ну, во-первых, удачное время, удачное место в рыбалке, как и везде нужно в нужном месте оказаться в нужное время. Вот подугадали. Вот, ну, поклевок немного, но во всяком случае поймали хорошую рыбу, достойную. Олег себя проявил в лучшем виде, не мандражировал. Тунец очень сильно сопротивляется. Большого тунца поймал под 1,5. Вот, ну, я, естественно, доволен больше, чем Олег. Потому что это наше, как бы, реноме. Нам очень нравится наша рыбалка и то, что люди с нами ездят, и люди очень позитивные здесь, как и вся Будва. Милости просим к нам на рыбалку. Ну что, друзья, как мы видим, рыбалка сегодня у нас удалась. Я доволен, получил кучу эмоций. Мы увидели дельфинов. Мы посмотрели обзорную экскурсию, ну так, для себя, Будву с воды. Мы посмотрели красивый берег Черногории. Мы увидели прекрасный закат. А еще так получилось, что мы и поймали рыбу. Это удовольствие ни с чем не передать. Я всем рекомендую попробовать рыбалку на Адриатическом море. А если вы сделаете это с Дмитрием, то это будет вдвойне лучше. Всем пока, до новых встреч, подписывайтесь на канал.